В этом видео мы займемся изготовлением интересных материалов. Во-первых, мы получим прочную и гибкую двухслойную фанеру. А во-вторых, из этой фанерки мы сами сделаем панели для гнутоклеенных деталей. Затем мы изготовим небольшие детали из нашего материала и испытаем их на прочность. А заодно и попробуем отделать кромки таких деталей шпоном и получить образец конечного изделия. Есть задача получить тонкий материал для гнутоклеенных изделий, достаточно прочный, но способный гнуться на маленькие радиусы. ХДФ, ДВП, гнущаяся фанера или шпон на 1,5 мм не позволяли получить заготовку с внутренним радиусом на 40 мм. Поэтому для П-образной тубы мне пришлось склеивать гнутую фанеру из тонкого дубового шпона. Задача решена, конечно, но попробуем сделать по-другому. Для внутренних слоев можно использовать наборы из реечек и сотовое бумажное заполнение, но нужен достаточно прочный и гибкий материал для внешних слоев. Я попробовал склеить 2 слоя орехового шпона. Второй слой повернул перпендикулярно. И надо сказать, что был приятно удивлен. Материал получился достаточно гибким, но при этом очень прочным на разрыв. По свойствам похож на толстую пленку ПВХ скорее. Давайте теперь вместе сделаем такой же чуть большего размера. Итак, вот у меня отрезы из симметричных рубашек для фасадов. Стяну их малярным скотчем. Скотчем же прицеплю уголки к столу, чтобы было удобнее намазывать полиуретановый клей. Видно, что шпон довольно волнистый. Посмотрим, как с этим справится вакуумный пресс. Я подложил МДФ для ровной основы, а потом и вощенную бумагу. Точно так же нанесу клей и на второй слой. Его я накладываю поперечно первому. Опять же накрываю вощеной бумагой, кожей и начинаю прессовать. Вроде все прижалось хорошо. Подождем 1 час. Итак, извлекаю. Бумага здесь была к месту. На шпоне было много трещин, которые пролились клеем во время его нанесения. Он проступил, но легко отсоединился от вощеной бумаги. Нежный и ломкий шпон, объединившись 2 слоями, просто кардинально изменил свои свойства. Теперь давайте отшлифуем его. Прохожу 120-м абразивом, снимаю все клеевые пятна, а потом и 180-м. Мне понравилось и подрезать такой материал. Давайте удалим неровные края ножом. Если сверху расположить шпон поперек реза, то можно не опасаться за чистоту его. Нижний шпон держит волокна верхнего и не дает им рваться, но при этом продольный шпон снизу сам подрезается уже чисто. Толщина фанерки чуть больше 1 мм. Хочу проявить дерево лаком и проверить, есть ли пропитанные клеем места. Для скорости возьму натуральный темный шелак. Правильно, по классике, возьму немного спиртового лака и разгоню его по всей поверхности. Можно еще добавить капельку масла, чтобы лучше скользило. Наношу лак спиралеобразными движениями, как и положено. Ну вот и соответствующий результат. Шелковистый блеск, теплота натурального шелака. А главное, что нет пропитанных клеем мест. Все здорово. Думаю, у этого материала может быть множество сфер применения. Это по сути пластик, можно и смолами залить при желании, и стеклохолст заложить между слоями, скомбинировать с тонкой бумагой, чем угодно. Но сегодня мы нацеленно применим его для создания гнутоклеенных заготовок малого радиуса. Идея не нова, панели из МДФ присутствуют на рынке. Но если вы захотите сделать такие сами, то сожжете быстро пилу, томящуюся в пропильном пазу. Да и в целом МДФ, оставшийся толщиной в 1,5 мм, вряд ли можно назвать прочным. Я подготовил небольшое испытательное устройство для формирования подобных плит из отдельных планочек. Здесь перемежаются 7-мм по ширине рейки из 12-мм плиты МДФ и 2-мм лента ПВХ на 19 мм шириной. Заметно, что планочки перекошены. Для испытания подойдет. Теперь для первого кусочка из двухслойной фанеры мы напилим и реечки. Я взял обрезок 8-мм МДФ и распустил его на полосочки чуть меньше 7 мм. Потом связал все в пучок. Подпирая кусочком МДФ сзади, напиливаю на 4 короткие части. Теперь надо распределить планочки в нашем устройстве. Садятся они довольно плотно.
В насыпь с последующим растиром не получилось. Пришлось закладывать по одной, потом получалось и по две. Тут тоже надо додумать. Выравниваю и пристукиваю куском МДФ с ровной кромкой. Нанес один тонкий слой и добавляю еще немного. Потом окажется, что слой клея был слишком тонкий. Но тогда я думал, как бы весь шаблон лишним клеем не залить. Надо было, конечно, нанести погуще, но выдержать чуть дольше перед склейкой. Вдобавок, через полчаса после начала прессования отключили свет. Авария какая-то. Пришлось перекрыть все краны и оставить как есть. Извлекаю только на следующий день. Выходило плохо, и сразу стало ясно, что шпон приклеился к планкам недостаточно хорошо. Что есть. За него дергать было нельзя, я извлекал, выдергивая сами планки. Но и при этом полученный материал отлично себя ведет. Самое интересное, что не надо бояться за минимальный внешний радиус. Планки сводятся и сами препятствуют перегибу до излома. Теперь испытаю эти панели пилением. Подготовлю небольшие отрезы для гнутых деталей. Вроде все хорошо пилится. Вот короткие участки висят на волосине шпона. Попробую на прочность. Отлетают довольно легко. То ли клея, то ли времени прессования не хватило. Теперь попробуем сделать с помощью этих панелей гнутоклеенные детали. И уже их проверим на прочность. Одну деталь из сдвоенных панелей прижму по бумажному цилиндру. Диаметр его 96 мм, то есть радиус 48. Клей наливаю побольше, быстро размазываю валиком, соединяю две панельки вместе и стягиваю упаковочным скотчем, наматываю по всей длине заготовки. Крайнюю свободную планочку выломала, ни на что не повлияет. Посмотрим, насколько плотно деталька будет облегать бумажный цилиндр после выемки. Вторую детальку прижму по прессу для уголков с внутренним радиусом в 40 мм. Здесь я добавил уже побольше клея, он полосками пролился и до шпона. Скрепляю на малярный скотч для разнообразия. Детали на шаблонах я держал около 2 часов. На угловой шаблон я добавил струбцины. Заметил, что по прямым участкам, не радиусным, скотч все-таки не прижимает. Осталось только проверить на прочность. Я пилил его на станке. Вроде все хорошо. Сюда же попал и уголок с отслоившимся шпоном. Попробую положить 120 кг груза сверху. Деталька немного раздвигается, но держится. Распилил ее на куски поменьше. Возьму часть шириной примерно в 30 мм и надавлю. Сломалась таки. Посмотрим, клей внутри еще не досох. Окончательная прочность, по идее, достигается через сутки. Да и шпон к кречкам был приклеен слабовато. И при этом просто отличная прочность для таких деталей. По-моему, получилось прочнее моей гнутой фанеры из дубового шпона, как ни странно. Одним словом, просто полный успех эксперимента. Давайте снимем детальку из цилиндра. Посмотрим, насколько сильно она вернется. Лежит как родная, прилегание полное. Отлично. Тоже обгоню ее по периметру на пиле, насколько это возможно. Все неплохо. А то, что планочки к шпону под углом пришли, даже ни на что не влияет. В идеале бы еще заузить рейки в месте прилегания с фанеркой, я думаю. Так изгиб любой сложности будет без гранености. Теперь по кромкам. С продольными все в порядке, плоскость есть. А вот на поперечных срезах может попасться зазор между рейками. Думаю, что, например, для П-образной детали лучше всего скомбинировать участки с рейками на изгибах и цельной плитой на прямых участках. Тогда и вопрос с кромками решится, и рейк понадобится меньше. Но надо будет додумать устройство делителей, которые можно будет добавлять только туда, куда надо. Есть над чем поработать. А сейчас давайте облицуем одну из кромок нашей угловой детальки для наглядности. Было бы хорошо использовать более толстую фанерку для этого, но хороший участок по рисунку я не нашел. Зато его можно найти на этом кусочке тонкого шпона. Отмечаю в приглянувшемся месте и отрезаю лишнее. Клей погуще наношу и на кромку детали, и на шпон. Прижимаю покрепче к линолеуму. Спустя 1,5 часа подрезаю ножом. Потом дорабатываю шлифовальной площадкой. Ну и по традиции наношу капельку шелака на нашу деталь. Достаточно хорошо для такой грубой обработки. Надо будет развить эту тему.
При этом у нас в арсенале уже есть технология для создания гнутоклеенных панелей с малыми радиусами. Причем для их создания не нужно покупать дорогостоящие готовые панели МДФ. Не надо пропиливать и жечь пилу. А можно собрать из обрезков, которые обычно выкидываются. Детали уже облицованы шпоном с обеих сторон. Очень прочные и не изменяют форму после выемки. Склеивать такие можно без вакуумного пресса с помощью скотча или прижимать струбцинами. Да и сама по себе фанерка из 2 слоев довольно интересный и перспективный материал, я уверен. На этом сегодня все. Всего вам доброго.